Всем доброе утро. Тут пришел Оля, он здесь работает. Впарить мне пару браслетиков с утра. И мы сейчас будем завтракать. Я еще только встала, я еще не проснулась. А Оля уже со своими браслетиками. Он живет рядышком в Масайской деревне здесь. И здесь работает. Здесь у него вон какой выбор. Сплести такой браслет занимает очень много времени. Возьму еще 2 таких браслетика. У меня их уже куча. А ну, покажи. My friend from Ukraine. Yes. I'm very My happy. friend from Kenya. My friend from Kenya. Ole, ole, ole. And my friend from Ukraine now with Masai Mara Hakuna Matata. His name is Оле. Оле, Легко Оле, запомнить, Оле, очень Оле, легко Оле, запомнить. Okay. Все, мы прощаемся с Олей, садимся наконец-то Yeah. завтракать. My friend from Ukraine, Hakuna Matata. Акуна Матата. Hakuna Matata. Здесь у нас в отеле Туле включен завтрак, ну и можно выбрать из 3 блюд. Но по факту сегодня можно было выбрать из 2 блюд, и завтрак немножко не мой, я не люблю такое количество фруктов. И здесь гранола, как они это называют, и йогурт. Я такой не ем, я люблю какой-то омлетик, сосисочку и побольше овощей. В общем, придется сегодня питаться так. Я себе здесь еду на завтраки не брала, потому что мы вчера ходили в Карфур, и я просто себя взяла хлопья и молоко сразу для завтрака. Потому что нам все равно здесь быть всего, я считаю, не знаю, как вам считать, 4 дня, 2 дня, поэтому... Ну, осталось, да? Осталось сегодня, Сегодня завтра и завтра. послезавтра мы уже Послезавтра должны мы улететь. улетаем, поэтому это не считается. И еще принесли вот такие блинчики с каким-то сиропом. Я думаю, они сладкие. И кофе жду. Вороны ожидают завтрак мой, пока я поем. И что-то им осталось. Ну, может, картошку? Там можно ему все. Опа, другой пришел. Я боюсь к нему близко подходить. Он рычит или это не... Я боюсь, не подходи ко мне. Мама! Да потому что... А там третий пришел. Сейчас. Сейчас мы здесь позавтракаем, мы переезжаем в другой отель, в Нияле, да? Ближе Да. к пляжу. Ближе к Сити-молу, ближе к цивилизации. Наш путь лежит в другой отель. И у меня на сердце такое тепло и радость, что мы приближаемся все-таки уже к аэропорту. Надеюсь, что еще 4 дня и мы уже свалим отсюда домой. Мы пришли в торговый центр, чтобы купить в Карфуре продукты, и сейчас уже подождем наш заказ и будем идти назад домой, в отель заселяться. И надеюсь, что отсюда уже уедем в аэропорт, в самолет, в Польшу и затем домой в Украину. Дай Бог. Вот такой у нас номер, все очень просто. Есть москитная сетка балдахин, есть кондиционер, телевизор, туалет, душ и даже есть мини-бар. Можно хоть продукты туда сложить. Кайф, водичка шикарная просто сегодня. Она не сильно горячая, градусов 29. Мы 2 часа с мамой сидели в воде и ничего не снимали без телефона. Мама его все-таки оставила в сумке. Просто поплавали, потому что вода очень теплая. Наяли это более богатый район, точнее тут более много многоэтажек и живут более, так сказать, обеспеченные люди, чем в центре Момбасы, где мы были. Вот когда идешь здесь вдоль дороги, везде вот так цветы высажены в горшочках. Везде. И это создает ощущение массовой зелени. Я предполагаю, что также эти растения можно купить. Все в горшочках, видите? Мы идем в одно интересное место, и вот сейчас идем по тихим улочкам между отелями. Хочу вам показать. Вот сзади вот эта постройка страшная с черной клеенкой. Это местные бедные так живут. Шалаши себе делают, костры парят, что жарят, что-то готовят. Ну, это, конечно, ужасно. Как я уже показывала раньше, здесь, в Момбасе, все пляжи без шезлонгов. То есть это сплошная береговая линия, без всяких волнорезов. Нет платных пляжей, ничего нет. Но здесь есть некоторые отели, которые работают по системе Day Pass. То есть вы приходите, платите за вход на день, сумма разная в зависимости от отелей, и можете пользоваться услугами. Это шезлонги, бассейны, выход к пляжу, просто провести время, в баре что-то заказать. А еще есть такой же вход Day Pass, только с питанием, с ланчем. И вот мы сейчас идем буквально в один из таких отелей, и вам покажу, как это все проходит. Цены покажу, территорию покажу.
Там мама уже сказала, что можно взять с обеда, но мы еще не знаем, мы будем брать или нет. Придем сейчас и посмотрим, и решим, что все-таки брать. Жарко очень сильно. Невыносимо сегодня, душно. На солнце, наверное, больше 40 градусов. Не больше 40, конечно. Ну, Тая любит очень спорить, да. Но на да. самом деле больше 40, это 100%. Здесь мы идем, вот местные тоже опять что-то жарят, шкварят, готовят. Запах дыма такой ужасный по всей улице. А нам вот буквально до забора нужно до того упереться и повернуть направо. Мы сейчас обойдем со стороны пляжа и так и сойдем с главного входа, чтобы не идти там. Вот такой вот широченный пляж, еще нет отлива. Отлив будет сейчас где-то, и потом вода обычно возвращается после 2 часов. И лучшее время для купания это с 2 до 5. Идем. Все, Тая побежала в океан, потом, говорит, в отель пойдем. Сначала будем плавать. Вода отходит потихоньку. О, мы вчера были буквально на этом пляже. И нужно было сразу догадаться и подойти спросить, что здесь тоже есть этот пас-дэй, да? Ну мы вот сегодня пришли. Сейчас чуть-чуть побалдеем и будем подниматься туда к бассейнам. Сегодня классно, так тихо, ветерка нет, водичка обалденная. Пляж здесь достаточно хороший, мне кажется, не так много людей, как было на нашем, я имею в виду, где был наш первый самый отель. И водоросли шли в основном на дне, ну нет такого, что они взбаламутиваются, и прям как там. Мне пляжи Ньяли нравятся больше немного, чем Бамбури и даже чем Диани. Диани классно очень, там бирюзовый океан, водичка такая шикарная, но там столько местных на пляже, и вот из-за этой массовости мне там тяжковато. А здесь пусто, просторно, и такое ощущение, что мы здесь совершенно одни. На Диане лучше вода, там глубже. Мы поднялись в отель, здесь очень зеленая территория, красивая, зоны отдыха, шезлонги. Идем на ресепшн узнавать стоимость дейпасса. Мы остались здесь. 5000 шиллингов вышло у нас за двоих здесь с обедом. Тая уже не прокатила как ребенок, потому что дети идут только до 12 лет. Поэтому за Таю заплатили как за взрослого. И здесь шведский стол, и выбор очень большой. Мне нравится, как в этом главном ресторане оформлена подача блюд. Сейчас я вам покажу. Вот немножко на различных возвышенностях. Очень красивое оформление, правда? Это салаты, а это соусы. Отдельный стол с соусами. Здесь достаточно мало блюд, но все очень вкусно. Ну, я имею в виду, мы не пробовали еще, но я про то, что не есть из чего выбрать, и есть муслин. Разнообразие большое очень. Вот, и, мне нравится. И рыбка, и мяско, и гарниры. Вот такой вид из ресторана главного открывается. В эту стоимость 2500 шиллингов с человека входит использование шезлонгов во всех зонах, бассейн, переодевалки, пляж, вещи можно оставить где угодно. Ну и вот обед с напитками, но из напитков только горячие напитки, кофе и чай, все остальное платно. Я обожаю крем-супы, и здесь их несколько видов. Я взяла себе вот такой вот вкусненький, какой-то сырно-овощной. Множество таких интересных десертов, сладостей. Я не очень ем, но вот сегодня обязательно что-то попробую. Вот такой прикольненький десерт. Территория отеля очень зеленая. Бассейн достаточно чистый, но все равно вот в самом начале, когда заходишь, ну там грязная вода такая, поэтому... Там совсем чуть-чуть, да, это незаметно. Здесь есть бар, есть шезлонги, и не так много людей, даже можно сказать мало. И бассейн очень такой просторный.
отель, по-моему, 4 или 5 звезд. Если сравнивать с отелем в Турции, то он не тянет. То здесь вот сравнивать, то нормально. В Момбасе очень большое количество отелей работает по системе Day Pass, и это очень удобно. Если вам надоело лежать на пляжах своего отеля, вы можете, как говорится, пойти в соседний и получить море удовольствия. We are